Привет! Сегодня приготовим 3 простых и быстрых ужина в аэрогриле всего за 20 минут. Безумно вкусное куриное филе под соусом барбекю, фаршированные перцы в аэрогриле, проще некуда, и сочные котлеты с индейкой и кукурузой. Заглядывайте в описание под видео, там вы найдете описание всех рецептов из данного видео. Первый рецепт – это куриное филе под соусом барбекю. Готовится очень быстро, просто идеально для ужина после работы. Для этого рецепта нам понадобится 2 крупных куриных филе. Готовим смесь специй для него. Я кладу соль, перец, копченую паприку, сушеный лук, сушеный чеснок. Куриное филе обрабатываю, отрезаю лишние прожилки и такие вот хрящики. И здесь фишка в том, что мы нарезаем куриное филе интересным способом. Прорезаем как бы сетку или решетку на поверхности куриного филе. Я это делаю вот таким крупным ножом по диагонали, и мы не прорезаем его до конца. То есть у нас как бы сверху получается такая решетка, но куриное филе снизу держит форму. Это нужно для того, чтобы наш соус шапочка проник во всю курицу, пропитал ее, и она у нас была нежной и мягкой. Такой подобный рисунок я делаю даже на маленьком филе, просто надрезы у меня не глубокие. Щедро обмазываем куриное филе смесью специй, которые мы приготовили. Теперь приготовим соус, который будем выкладывать сверху как шапку на наше филе. Я использую сметану, примерно 3 столовые ложки с горкой, совсем чуть-чуть горчицы французской, пол чайной ложки и совсем немного соли, сушеного чеснока и копченой паприки. Лимонного сока примерно пол чайной ложки. Все перемешиваем, и главный ингредиент это, конечно же, соус барбекю. Можно поэкспериментировать и добавить, например, соевый соус или же сирачу, это острый соус, чили. Если вы любите острое, то попробуйте добавить его. Я же добавляю примерно 1,5 столовых ложки барбекю соуса сладкого. Он очень вкусный, дает такой гриль-эффект. Очень моим деткам нравится. Я его часто кладу либо в котлеты, либо к какому-то мясу. Очень вкусно получается. Обязательно попробуйте приобрести и приготовить что-то с ним. В этот раз аэрогриль ничем не выкладываю, также не кладу фольгу снизу. Сбрызгиваю аэрогриль маслом спрея и выкладываю куриное филе. На куриное филе ложкой выкладываю уже в чаше аэрогриля наш соус шапку. И все. Вся работа выполнена. Ставим на 190 градусов примерно 20 минут. По окончанию времени я проверяю готовность куриного филе. Использую такой вот быстрый термометр. Температура должна быть примерно 76-77 градусов Цельсия в самой толстой части курицы. И тогда куриное филе будет готово, оно не будет пересушено. Может показаться с первого взгляда, что я использую сыр, но нет, сыр здесь не используется. Это вот таким образом карамелизовалась, так сказать, наша шапочка. Я думаю, что это благодаря барбекю соусу, потому что в нем есть подсластитель. Мы кушали такое куриное филе с макаронами, немного овощей. И, как ни странно, дети съели первым именно курицу, чему я была очень удивлена, не макароны. Следующий рецепт ужина тоже очень простой. Для фаршированных перцев использую говяжий фарш. У меня примерно одна упаковка, 400 грамм. Можно использовать по желанию любой другой фарш, например, свиной или микс. К фаршу я добавляю 2 столовые ложки сметаны, томатную пасту 1 столовую ложку, также барбекю соус, как я уже сказала, он придает такой вкусный копченый привкус мясу или любому блюду. Добавляю совсем чуть-чуть, 1 чайную ложку. Соль, перец и специи. Примерно по пол чайной ложки сушеного чеснока, сушеного лука и паприку.
фарш можно добавить по желанию рис. Я же рис не добавляю, у меня получаются а-ля фаршированные перцы без риса, но по желанию можно добавить рис. Используйте риса в 2 раза меньше, чем фарша. Рис должен быть полуготовый или уже готовый. В фарш я добавляю также нарезанный зеленый лук. Можно добавить любую другую зелень, которая вам нравится. Вы можете использовать свежий болгарский перец. У меня же он был замороженный, я его достала немного заранее. Кстати, можно разморозить болгарский перец в аэрогриле. Просто ставьте низкую температуру, например, там 160 градусов, примерно на 5-7 минут, просто чтобы они разморозились, но не готовились. Я же выставила их заранее, дала им немножко разморозиться и промокнула бумажными салфетками, чтобы убрать лишнюю жидкость. Начиняем наши половинки болгарского перца начинкой. Сбрызгиваю болгарский перец снизу маслом. У меня остался лишний фарш, и я делаю 3 таких маленьких котлетки, которые также помещаются в чашу аэрогриля. Выставляем температуру 180 градусов примерно 15 минут. Пока наши перцы выпекаются, натрем сыр на крупной терке. У меня обычный сыр, по-моему, это голландский. Сыр я добавляю примерно за 5 минут до того, как перцы приготовились. Вот наши а-ля болгарские перцы готовы, еще и 3 котлетки маленьких получились. Конечно, эти фаршированные перцы не в таком классическом восприятии, а немного видоизмененный, но рецептом я осталась довольна, очень вкусный мягкий фарш. Обязательно попробуйте приготовить такой простой ужин. И третий рецепт на сегодня – это котлетки. Я готовлю из фарша филе индейки, но советую взять, например, фарш из бедра индейки или курицы. Так котлетки получатся более сочные или мягкие. Использую 2 упаковки, у меня такой большой запас котлет. Можно приготовить, если вы хотите быстрый ужин, то 1 упаковки хватит на ужин одной семье. 1 упаковка – это примерно 9 таких средних хороших котлет. К фаршу я добавляю 2 яйца, 4 столовые ложки с горкой творожного сыра, кукурузы консервированные примерно 80-100 грамм, без жидкости. Также добавляю специи, 1 чайную ложку соли, немного свежей петрушки, у меня она была замороженная, можно добавить любую другую зелень по вкусу. Из специй добавляю сушеный лук, сушеный чеснок. Хорошо вымешиваем фарш. Я надела одноразовые перчатки, распределяю полностью все ингредиенты в одну однородную массу. Натираем сыр и добавляем к нашему фаршу. Я никогда не смотрю, какое количество сыра я натерла, не взвешиваю по граммам, поэтому вы добавляете сыра столько, сколько считаете нужным. И, кстати, можно сыр не натирать, например, нарезать на кубики и положить как начинку в центр каждого шарика, каждой котлетки. Я думаю, что это будет также очень вкусно. Я же добавляю сыр натертый в фарш и перемешиваю еще раз. Чтобы шарики или котлетки не проваливались и не отпечатывалась на них решетка от аэрогриля, я всегда застилаю такой пергаментной бумагой, обычной для духовки. Можно использовать пергаментную бумагу для аэрогриля, она будет в такую дырочку. И леплю котлетки
влажными руками. Я себе готовлю мисочку с водой и периодически смачиваю руки, так гораздо проще, у вас не липнет фарш к рукам. Из такого количества фарша у меня получилось примерно 18 средних котлеток. Сбрызнула котлетки немного маслом. В спрее у меня масло авокадо. Вы это можете не делать, но мне не очень нравится не использовать маслом, потому что так корочка получается более грубой. Ставим на 180 градусов примерно 13-15 минут. В середине времени я их переворачиваю на другую сторону. Вот наши котлеты готовы. Можно подать их на ужин с любым гарниром или с салатом, если, например, вы на диете. И остальную часть я всегда замораживаю, когда нужно, достаю. И у меня готовый ужин буквально за пару минут. Напишите в комментариях, какой рецепт вам понравился, какой вы попробуете приготовить. А я вас благодарю за то, что вы посмотрели видео, поставили лайк, подписались на канал. И мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!